Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя. Вы на канале «Счастье в нас самих», где есть такое количество видео, что каждый из вас может найти ответы на любые вопросы, которые у вас возникают. Есть инструменты для улучшения всех сфер жизни, ну а также помощь в достижении целей и исполнении желаний. Все есть на канале. Зависит все, как всегда, только от вас. Только вы можете решить, что вам делать, как вам делать и о чем вам думать. Ведь ваш настрой, ваши мысли создают то, что с вами происходит. Ну и, конечно, ваша концентрация. То, на чем вы концентрируетесь, то и возвращается к вам. Ну и, конечно, помните, что сценарии бывают разные. Иногда вы себе построили определенный план и считаете, что вот движение, действия, события должны идти именно по определенному сценарию, по определенному плану. Но не всегда так бывает. Будьте готовы к поворотам, будьте готовы к тому, что все произойдет не так, как вы себе представляете. Кстати, я себе взяла как привычку, услышала это я еще очень давно у моей учительницы, когда происходит что-то не так, как я себе представляла, и идет какой-то поворот, вместо того, чтобы раздражаться, вместо того, чтобы злиться, например, я говорю или все к деньгам, все к прекрасному здоровью, все к прекрасным отношениям, все к замужеству. Это кого что интересует. Вот прорабатывайте таким образом какой-то ваш вопрос, какую-то вашу цель. И вы увидите просто, да, это надо повторять часто. И, кстати, особенно, вот кто-то вас подрезал, вот вы за рулем, и кто-то вас подрезал. Часто это бывает, подрезают, люди спешат куда-то. Вместо того, чтобы раздражаться, я знаю, что вот внутри возникает такой, знаете, подъем раздражения. Так вот, когда возникает вот этот подъем, вместо того, чтобы ударяться в это все, скажите себе все к деньгам, например, все к здоровью, к улучшению здоровья, к прекрасному здоровью. Кстати, еще один инструмент. Вот. Поэтому все вообще-то в ваших руках. Много говорю что-то я сегодня. Ну, так идет, информация идет, и я ее доношу. Сейчас, как и каждую неделю, самое важное в ближайшую неделю, и это стихия Земля сейчас, знаки зодиака Тельцы, Девы и Козероги. Не забывайте про ваш акцендент. Акцендент влияет на ваше внутреннее состояние, соответственно, влияет на события и ситуации, поэтому всегда говорю для полной картины, чтобы быть полностью осведомленными, смотреть ваш знак зодиака и знак зодиака вашего акцендента. Кстати, в ближайшую неделю выйдут новогодние гадания, так я это называю, и посмотрим мы 2023 год, следующий год, именно в ракурсе, что же делать для улучшения. Что делать для улучшения межличностных отношений. Это значит и чтобы выйти замуж, жениться или улучшить отношения. Что сделать для улучшения здоровья. Что сделать для улучшения финансовой ситуации. Ну и, конечно же, что сделать для кого это интересует, вот именно в финансах я еще включу вопросы, связанные с работой, карьерой и бизнесом. Так что нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить именно эти расклады. Расклады будут позитивные, как всегда. Я
наполняю их позитивной энергией, и, соответственно, кроме того, что, может, вы найдете что-то для себя очень важное в этих раскладах, вы еще и напитаетесь позитивной энергией. Потому что мой каждый расклад, каждое мое видео наполнено именно позитивом, которым я делюсь с вами. Надеюсь, вы это чувствуете. Сегодня будет немножко по-другому. Сегодня я использую другую колоду для карт на исполнение желаний. Это колода «Ангельская терапия». Давайте вы прямо сейчас загадаете ваше желание. Я выложу по одной карте на каждый знак зодиака, и в конце видео мы посмотрим, какие дополнительные советы даст нам ангельская терапия. И, конечно же, с этими советами мы посмотрим, что же произойдет с вашим желанием. Так что загадывайте желание, а я выкладываю пока карты. Вот так они пока будут вашей энергией напитываться, для того, чтобы дать нам более четкий совет, более четко посмотреть, что же произойдет с вашим желанием. И, конечно, даст еще дополнительный совет. Все. Сейчас, как всегда, сосредоточьтесь на себе любимых, сделайте себе комплимент, похвалите себя и, конечно, обязательно улыбнитесь. Помните, улыбка улучшает жизнь. Чем больше вы улыбаетесь, тем больше причин для улыбок вы получаете от Вселенной, высших сил. Я бы даже посоветовала сделать себе такую практику, практика улыбки. В определенное время просто подойдите к зеркалу и улыбнитесь себе. И, делая это часто, посмотрите, что же произойдет в вашей жизни. Все, долгое предисловие сегодня. Ну, я хотела выдать вам всю информацию, которая была. Я это сделала. Смотрим. Тельцы, на что обратить внимание в ближайшую неделю? Обратите внимание на результаты. Будут результаты именно ваших действий, именно ваших стараний. Ну и некоторые еще это называют усилиями. Я не люблю это слово, но кто-то из вас именно так и подумал. Победа, достижения, но именно достижения, которые связаны с тем, чем вы очень плотно занимались. Если это что-то связанное с отношениями, значит победа, улучшение отношений. Если это связано со здоровьем, значит победа и выздоровление. Если это связано с финансами, это тоже победа и улучшение финансовой ситуации. Ну, работа, карьера, бизнес, соответственно, улучшение бизнеса, повышение объема бизнеса. Если это работа, и вы стремились к достижению каких-то высот, могу сказать, что ближайшая неделя вполне возможно и достижение улучшения, изменения, даже для некоторых повышения по карьерной лестнице. Для каждого из вас это может быть что-то свое, но тут я вижу победу именно благодаря вашим действиям. Ничего, к сожалению, наверное, не упадет с неба. Это именно соотношение ваших вложений, в смысле действий, и то, что вы получите. Но прекрасная неделя. Я хочу сказать, что вот это ощущение достижения будет практически у вас у всех. И неважно, или это что-то большое, или это что-то поменьше, но это прекрасное ощущение, которое дает вдохновение и двигает дальше. Вот как-то так. Девы, давайте посмотрим, что у вас на неделю.
первое, самое, что яркое вижу, успокоение и приобретение уверенности. Что-то будет происходить, что вселит в вас больше уверенности в себе, больше гармонии с самим собой, самой собой, улучшение внутреннего состояния и вот появление ощущения, что вы твердо стоите на своих ногах. Это может касаться как работы, карьеры и бизнеса, и больше я вижу, конечно, ярче я это вижу, ну а также это может касаться и межличностных отношений. Тут я могу сказать, что для тех, кого это интересует, это может быть как для мальчиков, так и для девочек. В принципе, ярче вижу девочек. Девочки, вы поймете, для тех, кому это резонирует, что ваш партнер относится к вам нежно, с уважением. Я не вижу большой страсти, но есть уважение, нежность и ответственность за вас. Это не карта страсти, но вот то, что я сказала. Ну и я хочу сказать, что вот при улучшении отношений даже не в паре, а межличностных просто отношений вижу улучшение отношений в целом. Больше взаимопонимания, больше принятия у каждого из вас, не только у вас, а и у людей, которые вокруг вас. И, скорее всего, это придет от вас. Потому что вот то, что мы излучаем, то мы и получаем. И что получается? Ваше внутреннее состояние будет меняться, соответственно, и ваше отношение к ситуациям, к людям, к событиям будет меняться, да и к себе будет меняться. И, соответственно, будет меняться отношение и людей, и ситуаций, и событий к вам. И это идет улучшение. Точно могу сказать. Ну и козероги, у которых сейчас идут дни рождения. Поздравляю всех козерогов с днем рождения и желаю вам всего самого-самого лучшего. И главное, побольше позитива. Будьте позитивны. Козероги упрямы, и не всегда им возможно внушить, что надо быть позитивным, потому что они вот как упрутся во что-то, тяжело их сдвинуть с места, но могу только посоветовать, будьте позитивны, и тогда позитив будет в вашей жизни. А сейчас мы посмотрим, на что обратить внимание. Переживания. Какие-то переживания будут у вас в ближайшую неделю. Обратите на них внимание. Я хочу сказать, что по этой карте переживания беспочвенные. Переживания, вызванные именно неуверенностью в чем-то, незнанием чего-то. Для того, чтобы избежать этих переживаний, надо иметь больше информации. Остановить, может быть, какие-то действия, если вот чувствуете переживание, страх, и проанализировать. Это карта анализа. Это еще мечи, это анализ. Для межличностных отношений перестаньте ревновать. Ревность – это признак неуверенности прежде всего в себе. Помните, что вы уникальны. Таких, как вы, больше нет. И вы достойны и любви, и уважения, и страсти, и заботы. И это касается как мужчин, так и женщин. Помните об этом. И старайтесь ко всему подходить с меньшими эмоциями, особенно негативными. Больше аналитически и, конечно же, прежде всего ищите ответы в себе. Не скидывайте ответственность за то, что вы чувствуете, на других. Это позиция жертвы, а вы
победитель, вы творец, каждый из вас. Поэтому все в ваших руках. Дерзайте, и все у вас получится. И самое основное, я в начале расклада именно для козерогов это сказала, переживания беспочвены, ревность тоже. Но если вы будете на этом концентрироваться, то, на чем вы концентрируетесь, то вы и получаете. Оно придет, но только вашими усилиями. Простите. Вот как-то так. Ой, что-то сегодня меня на это как-то так. Простите, пожалуйста. Ну что, общий совет для стихии. Все в ваших руках. У вас в ближайшую неделю будет достаточно сил, энергии, стремления и вдохновения для того, чтобы что-то делать. Особенно могу сказать, что эта карта очень важна. Увы, все как бы по умолчанию это понимаете из того, что я предсказала. А вот для козерогов эта карта очень важна, так как эта карта маг. И получается, что изменить и улучшить в ваших силах все. Все внутри вас. Вы маг, вы волшебник. Взмахните палочкой, и все изменится. Это образное выражение. Но в принципе это для вас, для всех. Прекрасный совет, прекрасная карта. Принимайте. Ну что, мы сделали... Перед раскладом мы выложили карты, и давайте теперь посмотрим, какой еще совет даст нам ангельская терапия, и, конечно же, что же произойдет с вашим желанием. Тельцы, смотрим. Вы просили ваших ангелов-хранителей о помощи. Ваши ангелы-хранители хотят вам помочь, но для этого им необходимо ваше разрешение до того, как вмешаться в ваши дела. Эта карта говорит о том, что ваше желание исполняется, если вы его впустите в свою жизнь. Смотрите, ваше разрешение – ключевое слово. И если действительно нужна какая-то помощь, попросите ангела-хранителя и разрешите ему или ей вам помочь. И ваше желание исполняется. Прекрасный совет. И вы знаете, такая позитивная колода, она имеет свое настроение, свое лицо и свою энергию. Прекрасная энергия. Вот буду использовать, по крайней мере, пока не придет в голову что-то еще, буду использовать ее для дополнительных советов и для карт на исполнение желаний. Ну что, девы, давайте посмотрим. Вы проницательный ясновидец. Верьте тому, что вы видите в своем воображении, так же, как вы верите вашим глазам. Ваше духовное видение поможет вам с исцелением, обучением и наставничеством. Что я могу сказать по этой карте? Вам было бы здорово визуализировать результат вашего желания, и тогда вы ускорите исполнение вашего желания. Эта карта говорит о том еще, девы, я знаю, что вы интуитивны, но вы не всегда верите своей интуиции. Эта карта говорит еще о том, что верьте своей интуиции. Но еще могу сказать, что если ваша интуиция начинает предсказывать, говорить вам что-то, что вызывает в вас дискомфорт, страх, раздражение, тогда вы просто меняете картинку. Это можно сделать усилием воли и действительно изменить ход событий. Помните об этом. И притянуть позитивные, положительные события. Ну что, козероги, смотрим. Вы еще, девы, не любите сюрпризов, поэтому вы как бы очень часто идете по накату, а тут надо менять.
Козероги, смотрим, что нам скажут. Закон притяжения. Отношения и работа, которыми вы когда-то наслаждались, сейчас изменяются в процессе того, как вы становитесь более чувствительными и знающими об энергии. Смотрите, вот тут я вот это и говорила, это дополнительный совет, что вы притягиваете то, что вы излучаете. Помните о законе притяжения, мои дорогие козероги. И если вы захотите, вы притянете ваше желание. Главное, ваш энергетический посыл, ваш уровень энергии и качество энергии, которую вы излучаете. Ну вот, прекрасный расклад, прекрасная неделя. Мои дорогие козероги, все в ваших силах. Вы можете избежать этой карты, вы можете этого избежать. Это ваше желание. Поменяйте картинку тоже. Вот как я сказала девам, поменяйте картинку. Притяните то, чего вы действительно хотите, а не то, чего вы боитесь, и отсутствие того, чего вы хотите. Подумайте об этом. На сегодня все. Я желаю вам счастья по умолчанию. Подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. Ставьте лайк. Это не только продвигает видео, это еще дает обмен энергии, и вы, даже того не осознавая, можете получить заряд позитивной энергии. Ну и, конечно, нажимайте на колокольчик. Идут новые интересные расклады, практики, ритуалы, которые могут помочь вам улучшить жизнь. С вами была Женя. Я люблю вас, мои дорогие. Пока!